Привет, дорогие друзья! Погода отличная, еще вполне себе летняя, и поэтому у меня очень хорошее настроение. Я хочу приготовить вам блюдо, которое потребует некоторого вложения труда. Но в результате получится очень красиво и очень невероятно вкусно. Ну, смотрите, вот это говядина. Говядина, предназначенная для тушения. Не всякая говядина подойдет для тушения. Точнее, не всякий отруб говядины подходит для тушения. Некоторые части говядины подходят исключительно для быстрого приготовления, для шашлыка, для стейка, не знаю, там еще для чего. Некоторые части следует долго варить. Но есть в говядине части, которые хорошо бы потушить. Потушить как можно дольше. Посмотрите, какие это части. Они довольно жилистые. Они требуют довольно долгого приготовления. Вот и будем их готовить долго. Но прежде чем начинать готовить эти части, хорошо бы их нашпиговать. Нашпиговать, скажем, кусочками сала. Я беру курдючное сало, и вы понимаете почему, да? А вы можете взять такое сало, которое вам по душе, которое у вас есть. Каждый кусочек сала я обмакиваю в соль и только потом вставляю его туда, куда-нибудь вглубь мяса. Это сало сделает мясо сочнее и ароматнее. А было бы хорошо вообще взять большой крупный кусок мяса, да и нашпиговать его кусочками сала, дольками чеснока и, может быть, ломтиками моркови. Тоже получится очень вкусно. Чтобы кусочки сала легче заходили в мясо, они ни в коем случае не должны быть теплыми, не должны быть мягкими. Наоборот, возьмите лучше подмороженное сало. Зубчики чеснока тоже отлично сработают, но смотрите, у меня чеснок какой попался, прямо с выставки. Такие дольки чеснока, разумеется, придется нарезать на 3-4 части. Вот такие тоненькие ломтики чеснока зайдут в мясо очень хорошо. И обязательно надо подоткнуть чеснок кусочком сала. Почему? Да потому что запах чеснока лучше всего расходится именно в присутствии жиров. Мясо здесь было примерно кило 800, кило 900. Все нашпигованное мясо перекладываем в емкость для маринования. Да-да, мы сначала замаринуем мясо и только потом начнем его готовить. Для маринада понадобится какая-то жидкость. Самая лучшая, самая полезная жидкость – это вода. Хорошая минеральная вода. Желательно, чтобы эта вода еще была и газированная, с пузырьками. Я выбираю воду Тасай. Воду с вершин Тянь-Шаня. Отлично подойдет. Льем примерно столько, чтобы заполнилась миска. Но дело в том, что это далеко не вся жидкость, которая пойдет для сегодняшнего маринада. Понадобится еще кое-что, но пока что я убираю мясо. Всего лишь навсего я отмерил, сколько именно жидкости мне понадобится для маринада. А теперь вот эту воду необходимо посолить и приправить. Было кило 800, ну, допустим, кило 900 мяса. Ушло примерно пол-литра воды. 2 килограмма 400 грамм. На каждый килограмм 12 грамм соли. Поэтому я беру 1,5 ложки соли. Это и будет как раз 36 грамм. 36 граммов соли. Значит, примерно 18-20 грамм сахара. Это не полная столовая ложка. Ну, скажем так вот, без верха. Да, сахар обязательно нужен, если вы хотите получить на самом деле вкусное мясо. Ну, а теперь все то, что может придать мясу аромат. Вот, например, чабрец. Знаете, как пахнет чабрец? О, отряхните с него листики, палочки по возможности уберите, они вам не пригодятся. И теперь брать чабреца. Лавровый лист. Ну сколько? 4, 5, может быть 6, может быть 7 листиков. Это же не суп. Мясо здесь всего лишь навсего полежит, наберется ароматов и вперед. Для того, чтобы мясо набралось аппетитных ароматов, я беру чеснок. Чеснок надо раздавить вот так, да, просто ножом на столе, ради бога. И вперед. О, это будет дело.
А еще черный перец и душистый горошек. Знаете, черного перца я беру, наверное, с пол-столовой ложки, а душистого горошка достаточно буквально 7-8 горошин. Он на самом деле очень яркий, он имеет вкус и запах и корицы, и гвоздики, и очень украшает мясо. Но чтобы все эти ароматы перешли в мясо необходимо добавить немного хорошего растительного масла. Большинство вкусов не водорастворимые, а жирорастворимые. Ну вот и все. Казалось бы, можно расслабиться. Можно расслабиться, если у вас в руках есть вот эта волшебная жидкость. Знаете, французы очень часто для такого длительного маринования используют не воду, а вино. Почему вино? Потому что вино содержит в себе незначительное количество алкоголя, и этот самый алкоголь является бактерицидным средством. Ну, ватка, спирт, укол. Понимаете, да? Вот все то же самое делаем и мы. Буквально ватка, немного хорошего спирта, который содержится в этой водке Романов. Здесь было пол-литра воды. Нам необходимо получить крепость примерно такую же, как у вина. Значит, граммов 150 водочки. Вот так. Налили. Размешивать не надо, само размешается. И укладываем мясо для мариновки. Мариновать хорошо было бы хотя бы день. Либо ночь. Пусть постоит мясо ночь в маринаде. И в связи с тем, что у нас здесь содержится алкоголь, не стоит переживать из-за того, что мясо может пропасть, и давайте поставим, мол, его в холодильник. Нет. Просто в прохладном месте. При комнатной температуре 20-25 градусов. И мясо не испортится, а наоборот, очень хорошо размягчится. Напоминаю, что мы имеем дело с особыми частями говяжьей туши, с самыми жесткими, но при этом самыми ароматными. Но еще жестче этого мяса вот эта говяжья ножка. Говяжья ножка тоже пойдет в дело. И именно говяжья ножка будет самой главной приправой для сегодняшнего блюда. Но говяжьи ножки, да возьмите хоть свиные, все это готовится 8 часов, 10 часов. А если тушить это мясо, оно будет готово за 3-4 часа. Чтобы уравнять время приготовления этого мяса и говяжьих ножек, я говяжьи ножки приготовлю только наполовину. Буду варить их в этой скороварке примерно 1,5-2 часа. Я специально уложил говяжьи ноги как можно плотнее, чтобы воды меньше пошло. Ну, во-первых, хочу сэкономить эту замечательную воду Тассай. На этот раз она не газированная, обычная вода. 750 граммов, я думаю, будет достаточно на одну говяжью ножку, потому что мы должны получить очень-очень крепкий бульон, содержащий очень-очень много ароматного белка желатина. Знаете, многие люди, когда готовят хаш либо холодец, предпочитают солить потом. Я солю заранее, но я беру сейчас примерно половину той соли, которая понадобится для того, чтобы просолились эти ножки и получившийся бульон. И все. Закрываем на газовую плиту, а потом пускай даже и остынет. Сегодня довольно тепло, мясо промаринуется быстро, и я начну готовить часа через 4, может быть 5. Как раз и ножки сварятся и остынут, заодно и казан подготовим. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот будет смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я, как уже говорил, очень любил в детстве. То, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью.
И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже, когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а уникальный, с особым вкусом. Маринованные баклажаны. Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанское, пожалуйста, гаспачо. Здесь масса блюд со всего мира. Все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? О, куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. Stalik.ru вам помогут выбрать еще другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите 2 книги, либо 3 книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады. Мясо замариновано просто восхитительно. Простояло часов 6. Мы будем его тушить. Но сначала, для того, чтобы создать среду, в которой мы будем тушить мясо, и это должна быть очень вкусная среда, наливаем в казан масло. Думаю, что 100 грамм вполне достаточно. И в этот казан отправляем нарезанные кубиками лук и морковь. И того и другого грамм по 300-350, учитывая, что мясо у нас здесь примерно 2 килограмма. Морковь и лук я засыпаю одновременно, потому что все это должно быть даже не обжарено, а скорее так, ну вот, припущено. В лучшем случае это все должно лишь только пожелтеть, не более того. Но вот мясо. Если мы сейчас опустим в казан большие куски мяса, то их покорежат, их форму потом не узнать. И получится не то, совсем не так, как я задумывал, не так красиво, по крайней мере. Поэтому у меня вот какая идея. Есть колбасная сетка, и в эту колбасную сетку я хочу упаковать куски мяса. Колбасная сетка, здесь температура в казане будет у нас не выше 100 градусов, с ней ничего не случится. И получится все очень хорошо, так как надо. Вот так это получается. И если вам не нравится эта идея, тогда вооружайтесь бечевкой, пусть вам кто-нибудь помогает, и обязательно куски мяса надо обвязать. Получится сильно лучше. А вот этот кусок, он такой целенький, квадратненький. Его, пожалуй, что можно оставить так, как есть. Куда-то под сетку можно положить кусочки чеснока, кусочки курдюка, если где есть свободное место, лавровый листик подложить. Понимаете, вместе-то они будут тушиться и получится гораздо вкуснее. Ну вот и все. Айда к казану. Лук стал прозрачным. Морковка стала несколько мягче, чем была. Все, и этого достаточно. Опускаем куски мяса. Иногда их надо будет поворачивать. Но могу сказать, что совсем не так часто, как, может быть, вы себе хотели бы представить. И еще. Вот здесь у нас остался замечательный маринад. В нем ничего плохого нет. Здесь все только хорошее. Если бы этот маринад был приготовлен на основе вина, то в нем помимо алкоголя, небольшого количества сахара, содержалась бы еще и кислинка. И эту кислинку я сейчас добавлю за счет вот этого
отличного лимона. Ну, хорошо же будет. Согласитесь, хорошо? Придерживаю, чтобы косточки не попали сюда, в варево. Потому что косточки от лимона дают изрядную горечь. Горечь нам не нужна, а вот кислинка с удовольствием. Итак, мясо будет готовиться вот на этой подушке. Но самый главный ингредиент, самая главная специя у нас сегодня — это говяжья ножка, которая отварилась ровно так, как надо. Наполовину. Теперь дальше она будет готовиться вместе с этим мясом. Идемте сюда, покажу все. Вот какие получились эти ломтики. Видите, они еще не распадаются, как бывает при отваривании холодца. Но уже вот-вот они наготове отдавать свое самое лучшее, свое самое вкусное, что у них только есть. Ох, аппетитно? Скажите правду, вам это аппетитно? Если не аппетитно, ну ничего страшного. Это означает, что вы пока что еще ни разу в жизни не ели вкусный хаш. Не ели вкусный, хороший холодец. А те, кто это делал, понимают толк вот в таких частях. Знаете, вот весь этот бульон можно сейчас тоже вылить сюда в казан, и пусть дальше готовятся вместе. Мясо, ножки, маслы, одним словом, все для того, чтобы пацанами были, мы говорили, ну, пускай пузо радуется. Накрываем казан и изредка, иногда подбрасываем 1-2 полена, чтобы тлели и чтобы все в казане томилось и превратилось в настоящее чудо. Подождем, куда деваться? Вы помните ту форму, с которой все начиналось, в которой мы мариновали мясо? Имейте в виду, что если мясо мариновалось в какой-то посуде, то и готовое блюдо поместится ровно в эту же самую посуду. Разумеется, вместе с жилками, которые вышли из ножки. Замечательные, очень вкусные и очень ароматные. Это будет очень красиво, если попробовать перевернуть вверх ногами за один раз. Ну-ка, попытаюсь. Так. Так. И вот оно. Вот оно. Теперь осталось только нарезать это как торт, как великолепный мясной торт. Нужен очень острый нож, потому что мясо-то у нас здесь разварено вовсе не так, как бывает разваренным в холодце. Оно нормально приготовлено, понимаете? Поэтому осторожненько, аккуратненько прорезаем до конца. И на тарелочку. И на тарелочку. И подаем. Подаем с пожеланием самого приятного аппетита, который только может быть у хорошего человека. Посмотрите. Посмотрите на содержимое. Разве это плохо, а? Скажите, пожалуйста, разве это негодная закуска? Это очень хорошо, дорогие друзья. И я от всей души желаю вам больших успехов и приятного, преприятного аппетита.